Итак, дорогие друзья, всем привет! Это будет, наверное, самое важное видео за всю историю канала Злой Эколог, который я записываю с информацией от хранителей и вершителей. Это видео просто необходимо посмотреть всем участникам конвоя свободы, притом посмотреть его от самого начала до самого конца. Такой информации больше вы нигде не найдете. И она на русском языке, так как я русскоязычный блогер, а в конвое свободы в Канаде и в Америке много русскоязычных людей, которые смогут эту информацию уже до своих друзей, которые говорят на разных языках, уже донести. Но я, конечно, попробую сделать субтитры на английском для этого видео, но это может занять какое-то время, так что пока внимайте на русском ту информацию, которую я получил касаемо конвоя свободы. Первое. В этой игре появились внешние игроки, пока невидимые. И эта игра уже приобрела другие очертания, потому что сейчас играют все и со всеми. И уже стало видно, что глобальная элита вмешалась. И это прямое вмешательство во внутренние дела Канады. Активно вмешивается во внутренние дела Канады США. И активно работает атлантическое крыло глобального предиктора. И это уже иерофанты. Кто вообще является игроками? Это ультраглобалисты. С одной стороны технократы и банкиры и финансисты с другой стороны. Война идет и наверху, и внизу. Уже открытая, и уже никто ничего не скрывает. Угрозы послались уже и на нижнем, и на высшем уровне. Для чего это делается? Так, во время Второй мировой войны иных инструментов воздействия на Советский Союз не было по причине того, что Сталин был очень аккуратный и старался не допускать никаких близких глобалистам организаций в СССР для предотвращения подрывной деятельности. А глобалистам, иерофантам было невыгодно развитие промышленности в какой-то отдельно взятой стране. Поэтому, когда Советский Союз начал индустриализацию страны, то очень сильно также и подняли в промышленном отношении Германию. Подняли ее для одной единственной цели, чтобы она начала войну против СССР. Это было сделано для взаимного разрушения экономик этих стран. Сначала Германия должна была разрушить экономический потенциал Советского Союза и откинуть его лет на 20-30 назад. А затем Советский Союз вместе с коалицией союзников должны были разрушить уже экономику Евросоюза и отбросить уже ее, соответственно, лет на 20-30 назад. Также глобальным предиктором было принято решение уничтожить экономику Японии. Точнее, разрушить ее экономический потенциал. Теперь, что мы видим сейчас, это взаимное разрушение экономического потенциала Канады и США. То есть этим конвоем свободы воспользовались глобальные элиты и глобальный предиктор, чтобы разрушить экономику Канады и Соединенных Штатов Америки. Подчеркиваю, не управляют, а именно воспользовались. Конвоем свободы не управляют, но за счет него решают свои проблемы. Уже сейчас в парламенте США начали озвучивать такие вещи, что Канада не может быть хорошим экономическим партнером и в таком ключе. На этом акцента не делается, но это уже озвучено, и те, кому нужно это было услышать, они это уже услышали. Говорится, в частности, о том, что Канада не выполняет своих обязательств, контрактов, предприятия закрываются, поставки нарушены, люди теряют работу и так далее. А именно это глобалистам и нужно, так как все это случилось из-за общемирового дурдома последние 2 года, который у нас продолжался. И вот он как раз, этот дурдом, заканчивается с появлением конвоя свободы. И так как все эти вещи уже случились, произошли, то нужно найти козла отпущения. Мультфильм, как там «Домашний козел», все видели, все помнят. Вот как раз этим козлом отпущения сейчас хотят сделать Канаду и, естественно, конвой свободы. Также уже высказывалось мнение, что все производственные мощности американские нужно вывести из Канады и запустить их в Соединенных Штатах.
Таким образом, цель глобального предиктора – это показать всему миру, что нарушение цепочек поставок произошло, забудьте про Китай, и начинайте возобновлять производство в своих странах. И иерофанты таким образом применяют такой прием, как привязывание боли. Они привязывают боль, что вы не можете получать поставки из других стран, вот делайте у себя. Притом именно те запускаете производство, то, что самое необходимое. Это еще и такое ограничение потребления, поскольку сейчас потребление слишком такое шикарное, по их мнению. Блокада границ, которую сейчас осуществляет конвой свободы, будет продолжаться до тех пор, пока не начнет сыпаться полностью вся логистика. А это обязательно начнется. Это именно так и задумывалось, чтобы был не только экономический, но и финансовый кризис и в США, и в Канаде. Так что все попытки канадских властей через суд или через полицию повлиять на ситуацию обречены на провал. Потому что с той стороны, с противостоящей, с более высокого уровня, также идет противодействие, чтобы этого не случилось. Все это делается бесструктурно, через агентов влияния, через привязывание боли, через договора. Выгодоприобретателем также являются и Соединенные Штаты. И именно с территории Соединенных Штатов поступают телефонные звонки, которые размывают действия полиции, чтобы полиция занималась не только конвоем свободы, но еще и отвлекалась. И эти звонки будут продолжаться. В махинациях, откатах и коррупции, которые присутствуют в Канаде, замешан мэр Оттавы, помимо Трюдо. Он связан с компанией Лавалин. А шефа полиции Канады завербовали, когда он участвовал в миротворческих войсках ООН. Поэтому перед началом дурдома его специально поставили начальником полиции Оттавы. До того, как его назначили, он работал в компании Deloitte. А глава компании Deloitte является членом советов директоров компании Pfizer. Это так некоторые сведения о канадской коррупции. Канада и почти все страны мира управляются бесструктурно. И в данный момент никто из страновой элиты ситуацию внутри Канады не контролирует вообще. Они не понимают, что происходит. Все их действия встречают очень серьезные противодействия. Насколько они разумны, мы узнаем с вами очень скоро. Дело в том, что они воздействуют на свое население генетическим оружием. А это воздействие на пятом приоритете концептуальной власти. Алкоголь, сигареты, наркотики. Канада, в частности, легализовала марихуану. А вот все, что связано с дурдомом, это точно так же относится к этому же виду или пятому приоритету. То есть, кстати говоря, независимо от того, где вы проживаете, и все, кто смотрит это видео, ваши местные царьки и элиты – преступники, так как они использовали вот этот вот самый пятый приоритет во время вот этого всеобщего дурдома. Более подробно я не могу об этом говорить, но я думаю, вы все понимаете, о чем идет речь. Но дело в том, что есть еще и шестой приоритет концептуальной власти – это использование наказательных органов. Полиции, там, Росгвардия всякая и военные силы. Или, как говорил Наполеон, последний довод королей. И если вдруг правительство Канады пойдет на использование шестого приоритета, на применение наказательных органов или военных, и это будет говорить о том, что страновые элиты совершенно не понимают, что они делают, они абсолютно не умеют управлять сложными социальными системами. А это, в свою очередь, говорит о том, что кто-то управляет сложными социальными суперсистемами, чем и является и Канада, и США. Канада сейчас теряет $300 миллионов в день. США теряет еще больше. И если мы увидим, что власти Канады попытаются использовать шестой приоритет, какие-то там, возможно, получат судебные решения, то тогда мы увидим противодействие. И это как раз будет говорить о том, что открыто уже странами начинают управлять глубинное государство. Не глобальные элиты, а глубинное государство именно США и Канады. Притом действуют они сами по себе, и местные царьки и элиты процессом уже не управляют. То есть сцепились между собой глубинное государство, царьки и элиты на разных уровнях.
Но управляет всем бесструктурно глобальный предиктор. И это будет продолжаться до тех пор, пока взаимно не будут разрушены экономики двух этих стран. И это уже игра нового уровня. Дурдом себя отыграл. Это была игра первого уровня. И вот то, что сейчас связано с конвоем свободы, это уже следующий уровень. Или игра второго уровня. Понимает ли конвой свободы, что происходит? Ответ – нет. Но там внутри есть агенты влияния. Кто-то на кого-то работает, кто-то куда-то внедряется. И сейчас эту цепочку проследить не представляется возможным. Кто чьи интересы в данный момент отстаивает, кто на кого работает. Почему можно сделать такой вывод? Потому что последнее решение, которое применяет или которое исходит от конвоя свободы, нетипичные для этой группы людей. Их знания находятся на калейдоскопическом уровне. И принимать решения, такие более глобальные, им просто не позволяет их сознание. Все дело в образованности, и это, конечно же, нас всех касается. Об этом говорит и то, что им подбрасывают идеи, ими управляют. Не напрямую, а опосредованно. Этими решениями влияют на страновые элиты, влияют на наказательные органы, перенаправляют финансовые потоки, вмешиваются в процессы тогда, когда нужно. То есть ничего не получается у конвоя свободы. Не вышло им там сразу с Трюдо поговорить, им приходится импровизировать. Ничего не получается у местных элит, у местных царьков, им тоже приходится импровизировать. Появился внешний игрок, Соединенные Штаты, который тоже импровизирует, привязывая боль к действиям правительства Канады. Особенно последнее действие конвоя свободы по блокировке аэропорта Оттавы. Это уже высший пилотаж. И это действие совсем нетипичное для дальнобойщиков, трек-драйверов. Это не соответствует образовательному уровню этих людей. Пусть никто не обижается, но факт остается фактом. Даже, например, тот факт, что отбирают канистры у сторонников конвоя свободы, на него нужно смотреть с другой стороны. Хоть это и вызывает неприязнь, отторжение, вроде как противодействует власть таким образом участникам конвоя свободы. Но на самом деле это делается для того, чтобы не было провокаций, чтобы кто-нибудь со стороны не мог поджечь и устроить пожар, последствия которого свалят на участников конвоя свободы, и этим можно будет добиться решения суда о том, чтобы очистить улицы. Все будет уже правомочно, и факт такого нехорошего деяния будет налицо. Хотя исходить это будет не от участников конвоя свободы, а от провокаторов. Глобальный предиктор таким образом помогает конвою свободы и устраняет их ошибки, чтобы не был нанесен урон самому конвою свободы. Тут уже, кстати, привязывают боль к самому конвою свободы, чтобы они пересмотрели свое отношение, что подобного рода действия неприемлемы. Смысл такой, что изучите другие виды доставки горючего и смазочных веществ. И этот вариант неприемлем, говорит глобальный предиктор. Там, где нет демократии, там бьют дубинками по голове, а там, где есть демократия, в демократических странах бьют по карману. Это несколько иной элемент влияния, и он касается блокировки денежных средств. Фонд, который первый собирал деньги, там больше 10 миллионов долларов он насобирал, его заблокировали. Сейчас там второй какой-то фонд христианский. Делается это для того, чтобы обезопасить средства и сам же конвой свободы, чтобы никто не мог эти средства умыкнуть, и тогда уже у властей появится элемент влияния или давления, сказать, ваша вся эта заваруха изначально была сделана для того, чтобы украсть деньги, и сами участники могут разочароваться. А сейчас делают все максимально прозрачно, заставляют открывать участников конвоя свободы какие-то трасты, чтобы никто в дальнейшем не мог сказать, тебе больше денег там пришло, мне меньше и так далее. В том числе, чтобы и не было ни у кого желания взять эти деньги и с этими деньгами свалить. То есть, конечно же, вызвало злость и озабоченность закрытие первого конвоя, первого фонда. Но если посмотреть на это с другой стороны, то изменить угол зрения, то все на самом деле не так, как вам кажется.
Таким образом, конвой свободы будет продолжаться столько по времени, сколько нужно для того, чтобы все участвующие сейчас структуры, глобалистские, надгосударственные, решили все свои проблемы. Теперь это касается не только конвоя свободы и не только цели этого конвоя свободы, но и глобалистских структур и целей глобалистов также. Мы будем слышать разные сообщения. То есть власти будут говорить об одном, блогеры будут говорить о другом. Из США мы будем слышать третье. Это делается специально, чтобы разобщить и разделить общество. Чтобы никто не мог проследить, что на самом деле происходит. Но хаоса никакого нет. Не попадайтесь на удочку. Все процессы управляемые. Просто смотрите внимательно на Канаду, где применяются тактические приемы и принципы Гермеса Трисмегиста. Герметическая философия используется по полной программе. Например, действие вызывает противодействие. Одна из аксиом Гермеса Трисмегиста. Еще один принцип, что вверху, то и внизу. Вообще то, что все находится в движении, все вибрирует, это прямо указывает, что работает герметическая философия и участвуют в процессе иерофанты. Также работает экономический приоритет. Показано, что используются финансы. То есть работает четвертый приоритет управления глобальными суперсистемами. Используются также первый исторический и второй мировоззренческий приоритеты. Смотрите внимательно на пятый приоритет, о котором я сказал уже выше. И, может быть, мы станем свидетелями использования шестого приоритета, то есть применения наказательных органов, то есть применения вооруженных сил. И что может быть самое важное, это то, что мы сейчас наблюдаем на примере Канады. В очень ближайшем будущем со всем этим же столкнутся страновые глобальные элиты в Соединенных Штатах Америки. Они сейчас как раз на Канаде учатся. Ну и, соответственно, все страны также по миру. И Канада показывает всем, как надо делать. Это гроссмейстерская виртуозная игра, говорят нам хранители-вершители. Понимают ли все происходящее те, кто сейчас участвует в этой игре? Нет, они чувствуют, ощущают, что у них чья-то рука находится в кармане, но поймать они эту руку не могут. Тут используются в данном случае отточенные тысячелетиями методы. Они очень хорошо изучили психологию человека, а мы их IQ понять не можем. Ну, о иерофантах речь идет. Для нас это слабо достижимое, если вообще достижимо. Поэтому следующий шаг, который они предпримут, очень трудно предугадать. Единственное, что может подсказать и порекомендовать вершители-хранители участникам конвоя свободы, это то, что перед тем, как вас будут атаковать на шестом приоритете, принудительные силы, должен случиться blackout. Ну, отключить электричество, отключить интернет, ну, все средства связи. Если такое произошло, вот вам знак, сигнал, готовьтесь. Но если Канада все-таки пойдет на такой шаг, это будет огромная ошибка страновых элит. Потому что последствия будут от этого очень разрушительные для всех. Вообще этот процесс, который запустил конвой свободы, он необратим. Все изменится коренным образом. На данный момент главная задача, которая решается, это поломать экономические и финансовые системы, чем вот непосредственно в данный момент и занимаются. Также наш источник настаивает на своем. Ни в чем криминальном не участвуйте, не бросайтесь ни в коем случае на баррикады. Они, глобалисты, в любом случае будут с вами договариваться. Будет после этих событий такое аморфное постковидное образование, так как сейчас меняют все. Меняют корабль, меняют команду этого корабля, высаживают их там на необитаемый остров по пиратским законам. То есть будут новые рулевые и будет новый курс. Но вот то, что происходит, конвой свободы, это движение за свободу, его поддерживать в любом случае нужно. Нужно бороться за свои права, но и необходимо понимать те вещи, о которых я вам говорю в этом видео.
для того, чтобы понимать всю суть процесса целиком. Конвой однозначно победит, он уже победил. Но вопрос, которым он должен заниматься сейчас, конвой свободы, это его участие в жизни нового вот этого государственного образования. Сейчас уже нужно закладывать варианты своего участия в строительстве государства после окончания всех мероприятий. Для того, чтобы вас не отстранили от управления страной, думайте и планируйте сейчас. Иначе вас поведут в другую сторону под другой вывеской. Сами все предложат и сами все дадут. Только занимайтесь этим вопросом уже сейчас. Так как сейчас для глобалистов конвой свободы очень нужен и важен. Они будут заботиться и всячески опекать и лелеять участников конвоя свободы. Поэтому пользуйтесь и договаривайтесь на будущее. Вот такая вот информация от хранителей-вершителей. Я думаю, она в любом случае полезна, как и для участников конвоя свободы в Канаде, в других странах. И у нас вот сейчас тоже объединение перевозчиков собирается тоже запускать этот конвой свободы. Думайте, делайте выводы. А у меня на этом пока все. Спасибо за просмотр. Всем пока.